Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор сайта Алиэкспресс, и в основном у меня бусинки будут сегодня интересные. Как видите, у меня на столе коврик, уже полноценный большой коврик. У меня нет стыка посередине, и в каком-то видео я говорила про коврик, и мне подсказали, что можно купить на сайте Мелодия Бисера. Я сразу же выписала, в течение 2-3 дней посылка приходит. И я очень довольна, что этот коврик помещается в камеру. Этот коврик 36 на 28 сантиметров. Это самый большой был в Мелодия Бисера. Я очень довольна. Спасибо большое, кто подсказал. Ну и у меня появилось такое небольшое окошко, так как была работа. Кто не знает, что я швея еще вдобавок, и шью на дому. И не было у меня времени снимать мастер-классов и с украшениями. Спасибо за поддержку, кто меня поддержал в предыдущем видео. Было интересное видео, надеюсь, познавательное для многих. Ну и сегодня я буду снимать распаковку, и следующие будут видео с украшениями. Оставайтесь со мной и давайте посмотрим, что я покажу вам сегодня. Я получила вот такие бусины из перламутра. Как вы видите, овальные бусинки. Я, когда вам показывала кулончик вот этот, да, маленький, красиво овальный, и говорила, что я заказала к ним бусины. Ну и теперь я думаю, что если даже добавить несколько таких бусин, будет не очень красиво, так как кулончик маленький. Но все равно эти бусинки я придумаю, куда их добавить, в какое украшение. Эти бусинки 18 на 25 миллиметров. И в ниточке я посчитала 17 бусин. Все хорошего качества. Вот только одна вот эта бусинка мне не очень понравилась. Но все равно можно ее придумать, куда пристроить. Она тоненькая вот с одной стороны. И здесь отверстие не очень ровное. А так все бусинки практически одинаковые по толщине. Ну, а по форме они все одинаковые. Бывают вот такие недочеты, но это натуральность бусин. И не портит это абсолютно никак бусинки. И потом я еще выписала на этой же страничке. Сейчас открою. Они были рассыпаны. А эти бусинки 24 на 34 миллиметра. Эти побольше. Это самые большие были на этой странице. Они, видите, рассыпалась нить. И здесь я посчитала 11 бусин. И эти были самые крупные. Были поменьше бусинки. Еще, по-моему, 15 на 24. Ну и я думаю, что можно делать и подвес такой бусиной. Ну и, конечно, кто любит такие крупные бусины, можно и украшения придумать красивое. Можно подвесочку сделать здесь. Какие-нибудь цепочки приделать. На пин посадить, да, тоже неплохо будет. Здесь можно приклеить какую-нибудь подвесочку, какое-нибудь украшение, например, что-то в морском, да, стиле. Скоро лето, и я уже готовлюсь к лету делать какие-нибудь украшения летние. Вот такие хорошенькие бусинки, все хорошего качества и размеры одинаковые практически. И толщина у них одинаковая. Это вот такие бусинки мелкие, 4 на 6 миллиметра. Написано, что это коралл. Ну, точно я не могу утверждать, что это коралловые бусинки. На этой страничке много разных вариантов и других цветов. Красные были. Именно упал у меня глаз на такие маленькие. Я первый раз выписала одну ниточку. Мне понравилось. И я потом решила
еще покупать каждый раз по ниточке я покупала. Хотелось мне такое украшение сделать многорядное. Почему-то захотелось мне такой толстый жгут сделать из мелких бусин. И в один прекрасный момент приходит вот такая ниточка перламутровых бусин. Хотя выписывала вот такие. Уже 3-4 раза я выписала. И еще выписала, идет ниточка таких бусин. Я написала продавцу, что это вы мне положили. Но он ничего не ответил мне, к сожалению. Бывают неразговорчивые такие продавцы. Но я не расстроилась, конечно. Пригодится мне и эта нить. Тоже неплохие. Все ровненькие оказались. Нет даже кривых, как видите, да? У всех отверстие ровное. И я больше предпочитаю вот эти бусинки, так как мне загорелось сделать такой жгут толстый, многорядное украшение. И я по одной ниточке вот так выписывала и еще выписала, думаю, еще в 4-е придет, посмотрю, хватит мне этого или нет. Вот такие красивые, мне понравились. Я оставлю ссылку, ну а вы уже посмотрите. На этой странице очень много вариантов бусин. Так, следующие бусинки тоже коралловые. И посмотрите, какие они интересные формы пришли. Понравились очень. В основном толщина одинаковая у всех бусин. 9-10 миллиметров бусинки. Написано, что 36 сантиметров. И ниточка 42 сантиметра. И бусин 39 бусин на ниточке. Очень понравились красивые бусинки. Такой цвет насыщенный красный. Ну, наверное, тонированные, но красивые. Вот такие, как таблеточки. На камере они более оранжевые, ну а в жизни они красноватые, красные такие. Вот такая бусина интересная. Ну, вот так нарубили, как колбасу, и надели на ниточку. Очень понравились. Красивые. Следующие бусинки это гематит, искусственный, синтетический. Вот такие маленькие бусинки. У меня много здесь нитей уже. Сколько? 6. Выписала сначала 2, потом 4. И мне очень тоже захотелось сделать что-то вот такое многорядное. Я уже покупала такие бусинки. И в золотом цвете. Очень красиво они смотрятся. Между даже бусин я проставляла в одном украшении. Разделяла квадратные бусинки, по-моему. Они мелкие и смотрятся просто замечательно. 4 на 2 миллиметра. В ниточке написано, что 90 штук. Я не считала. Качество хорошее. Сколько их ставила в украшения. Нет таких кривых. И я придумала украшение и хочу сделать с этими бусинками. Конечно, я покажу вам. Наверное, будет следующее видео у меня с украшением. Посмотрю по очереди, что у меня будет следующее. Это тоже гематит синтетический, как мы называем, гематин. Вот такие плоские, тоненькие бусинки 6 на 1 миллиметр. Они крашеные сверху.
И было много-много цветов разных на этой странице. И я увидела эти бусинки, Любовь Владимирова показывала. Мне очень понравились. Думаю, мне тоже такие нужны. Именно красный цвет. Когда я буду делать что-то с этими бусинками, я, конечно, вам покажу. Цвета были красивые, разные. Можно, конечно, выбрать, какой вам нужен. Я бы тоже с удовольствием купила бы, наверное, все цвета, потому что бывает, когда нужны такие плоские бусинки. На камеру они более такие оранжевые, но на самом деле красный цвет. Сбоку с торца, как видите, они другого цвета, черные, как гематит. Вот видно вам, да? Ну, и мы же будем вот так ставить, и не будет видно, что там черный цвет. Понравилась такая ниточка. Здесь, по-моему, было написано 380 штук. Понравились. Мне такие бусинки всегда нужны. Вот такие бусинки лабрадорита. Ну, не бусинки, а чипсы. Показывала эти бусины Яна Люкс самоцветы. И мне понравились. Они неплохого качества. И как я посмотрела, многие бусины с иризацией. Вот вам, если видно, посмотрите, в разных положениях они переливаются. Думаю, если сделать украшение, и будет, я думаю, иризация сверкать, когда под разным углом смотреть. Это видно. Неплохие. Но на этой странице были не только лабрадориты, там очень много разных камней других. Очень понравились. Ну, неплохая, и я буду делать украшения и покажу вам, конечно. И к этому же лабрадориту я стала уже подбирать кулон. Хотелось кулон подвесить. Здесь даже размер написано 44 на 25. На этой странице очень большой выбор кулонов. Посмотрите, какая красота. И там иризация была, и цвета разные. Выбрала именно такой с синим оттенком, потому что оттенки были там разные. Может быть, кто-то и уже покупал такие кулоны. Ну, очень понравился. Как видите, рамка такая под серебро и бейл. Я поменяю, конечно, бейл такой. Выбрала такую форму. Формы были разные. Но камень просто чудо. Не идеально отшлифовано, но все равно он гладкий, да, гладкий. Нет шероховатости никаких. Очень понравился. Ну и потом я думаю, делать ли с этим кулоном или не делать. Посмотрю, как будет все у меня выглядеть. И вот такое кольцо сразу же я начала искать. И кольцо 39 на 23, толщина 7 миллиметров. И подобрала такую же форму, как и кулон, колечко. Такая же иризация, такой же цвет. Я очень довольна, что подошло и форма, и цвет колечка. Также выполнено оно в такой же рамке. И, как видите, здесь кольцо можно увеличить размер. Не знаю, насколько это прочно припаяно. Здесь даже камень с этой стороны. Смотрите, иризация какая. Под разным углом. Вот так видно. И вот так, посмотрите, как здорово будет. И кулон, и колечко. Очень понравилось. На этих страницах, где и кулон, и кольцо, большой выбор, вы можете подобрать
одинаковые цвета и формы даже можно подобрать, как вот у меня. Идеально подошла и форма, и цвет. Понравилось, очень даже понравилось. Вот такой интересный кулон. Тоже были цвета разные, но я выбрала именно такой, так как у меня есть бусинки перламутровые, ну, подходящие по цвету. Как вы видите, здесь интересно, как мозаика сделана. Посмотрите, как здорово сверкает. Перламутр натуральный видно. И вот такое вот серебро, как почерненное. Неплохой бейл, я думаю, оставить этот бейл. Он хорошо сделан. Ну и вот такая красивая рамка. Очень красивый кулон, понравился. Хороший такой размер, стандартный, можно бусины любые подобрать. Очень красивый. Мне понравился. И еще один кулон, посмотрите какой. Тоже понравился. Видно, что это сделан вручную. Как-то здесь все склеено. Не знаю, чем это склеено. Здесь по бокам видно, что это какой-то камень, осколки, но ничего не цепляется и не режется. Все отшлифовано. И в середине жемчужинки приклеены. Ну, наверное, на смолу все это приклеивалось. И вот так сделали, как подвеску, чтобы бейл прикрепить. Из проволоки сплели. Такой самобытный кулончик. И на картинке был, по-моему, жемчуг потемнее. Я думала, он будет ближе к черному, поэтому я выбрала этот вариант. Были еще два варианта. Думала с черным жемчугом сделать. Но здесь такой бежевый, по-моему, цвет и бензиновый такой оттенок, переливы. Ну ничего, подберу и к этому кулону жемчуг. Неплохой кулончик такой, 45 на 25. Интересный, мне понравился. Вот такой красивый, овальный, такой вытянутый. Это коралл, наверное, окаменелый коралл. Очень красивый. Ну, я в этом магазине уже покупала кулоны. И не один раз. Здесь проба стоит, и они не темнеют. Вот этот металл не темнеет. На этой странице большой выбор кулонов, но я не знаю, по одному кулону у продавца такие, так как я когда выбрала такой вариант, его уже нет. Но там были другие варианты. И камни тоже разные. Вот, посмотрите, бейл какой крупный. То есть отверстие крупное здесь. Можно даже несколько рядов сделать. Но я подбирала этот кулончик. У меня давно лежат бусины. Сейчас покажу вам бусинки. Точно такие. Даже рисунок здесь, посмотрите, какой на бусинке. Хорошо подходит. И я рада, что и по цвету подошел. Выберу такие самые красивые бусинки с рисунком. Поставлю их впереди. И получится вот такое украшение. И фурнитуры такой добавить серебряной. И все. Простое такое украшение сделать.
Я думаю, неплохо будет, да? Но красивый очень. Понравился кулончик, будет украшением. И в заключении покажу вам карабинчики. Давно хотела такие карабины. Они чем хороши? Тем, что здесь вот это колечко, оно вращается. Давно хотела такие карабины и купила, но они мне не доехали почему-то. В другом магазине я брала, там было, по-моему, 10 штук. И написал продавец, что таких в наличии больше нет. Здесь я встретила поштучно, они продаются. Хотя можно еще поискать, наверняка есть такие карабины, где можно больше взять количество. Размер мне этот понравился, 17, по-моему, миллиметров. Ну да, 17 миллиметров. Я взяла на пробу 3 разных карабинчика, как вы видите. Матовый такой красивый, там были разные. Чем хорошо такой карабин? Не думаешь, как его прикрепить, какой стороной лучше. Он вращается по кругу, и это очень удобно. Ну вот хорошо работают они, открываются. Пружинка мягкая. Ну, здесь пройдет маленькое колечко, так как не такой крупный карабин, как хотелось бы мне побольше такой карабин. Чуть-чуть побольше. 20, например, миллиметров или 22. И поштучно вот такие продаются карабинчики. И они мне понравились, красивые, но не дешевое удовольствие. Надо искать, где большее количество. Буду искать. Вот такой сегодня был у меня интересный обзор. Все мне понравилось, все красивое, интересное. Ну а если вам понравилось, все ссылки будут под видео. Заходите, смотрите, выбирайте. Пишите комментарии, мне всегда интересно читать, с вами общаться, задавайте вопросы. Ну а если вам понравилось, поставьте мне лайки. Мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Переходите, смотрите тоже. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!